монастырь в Москве, некогда один из каменных стражей города, защищавший Коломенскую дорогу от неприятеля. В древности такие монастыри стояли на всех основных дорогах, ведущих в Москву, и служили форпостами на случай осады неприятеля. Новоспасский монастырь был основан в 1330 году Даниилом Московским. Первоначально назывался Спасским и располагался в Кремле, а первыми его насельниками были монахи переведенного в Кремль Данилова монастыря. В связи с начавшейся в конце XV века перестройкой в Московском Кремле, в 1462 году Спасский монастырь был перенесен на новое место, на Крутице, и назван Новоспасским. Тогда же в Новоспасском монастыре был сооружен первый каменный монастырский собор Спаса Преображения. Вероятно, его строил итальянский архитектор из числа работавших в ту пору в Москве итальянцев. Об этом говорит фрагмент первоначальной постройки, сохранивший яркие черты итальянского зодчества. С XVI века Спасо-Преображенский монастырь стал родовой усыпальницей боярской семьи Романовых. Здесь погребена, в частности, инокиня Марфа, мать царя Михаила Федоровича. Поэтому нет ничего удивительного, что после восхождения на престол первого царя из рода Романовых в Новоспасском монастыре началось грандиозное каменное строительство. Были построены палаты патриарха Филарета, архиерейский дом. На средства царя Михаила Федоровича и его матери вокруг монастыря начали возводиться стены с мушкетным, лучным и пушечным боями, башнями и стрельницами. Сооружение монастырской ограды было завершено в 1640-х годах. Протяженность стен Новоспасского монастыря составляет более полукилометра, а высота до 7,5 метров. В эти же годы были построены и корпуса келий. Собор пострадал во время войны с Наполеоном от разорения солдат и пожара. При отступлении французы хотели взорвать храм, но сделать этого им не удалось. После революции в 1918 году Новоспасский монастырь был закрыт. Святое место стало местом смерти и тюремного заключения. В первые годы здесь находилась женская тюрьма, затем исправительно-трудовой лагерь для уголовного элемента и политических заключенных. В 1930-е годы начался новый этап разорения древней обители. Был уничтожен знаменитый некогда монастырский некрополь, занимавший 2/3 территории обители, и где покоились видные деятели государства российского и церкви. В 1935 году территория монастыря передана в ведение хозяйственного управления НКВД. В соборном храме разместили архив. 4 декабря 1990 года Новоспасский монастырь возвращен Московской патриархии. Спустя ровно 500 лет после закладки каменного Спасо-Преображенского собора в монастыре вновь затеплилась молитва. Постановлением Святейшего Патриарха и Священного Синода монастырю был присвоен статус Ставропигиального. Буквальный перевод термина «водружение креста» указывает, что в ставропигиальных монастырях крест водружался патриархами собственноручно. Ставропигиальный статус является самым высоким. В монастыре, кроме мощей святых, находятся Афонская икона Божьей Матери Всецарица и Иверская икона Божьей Матери. Внутренний микроклимат монастыря позволяет иметь лучший розарий в Москве и выращивать московские абрикосы.